Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня у нас творческий эксперимент. Моя подписчица Ирина поделилась со мной отходами со швейной фабрики. Это выпады кроя от пошива мужских рубашек. Ирина, большое вам спасибо. Я люблю разгадывать загадки, придумывать и шить из лоскутков. Клетка лучше всего сочетается с клеткой. Для начала оценим объем работы. Все лоскутки вытянутой формы. Перед работой приведем их к общему знаменателю. Нарежем полоски шириной 7 см. Длина сколько получится. Дизайн придумаем самый простой. В центр поместим самый темный квадратик и потихоньку начнем обшивать его со всех сторон. Сначала возьмем ткани с преобладанием бежевого цвета, а затем обошьем синими клетками. Каким именно способом вы будете обшивать заготовки, решайте сами. Все зависит от длины ваших деталей. Попробуйте, экспериментируйте. Мы приготовили детали двух видов. У одних синий центр, бежевые края, а у других наоборот. Их надо тщательно проутюжить. И если мы просто выложим эти заготовки в шахматном порядке, то уже будет интересно. У меня получилось 20 деталей размером 30 на 30 сантиметров. Их надо выровнять. С этими блоками я начала работать чуть раньше. И вы были все совершенно правы, когда давали советы добавить еще и однотонные ткани. А Марина, канал «Девочки и куколки», даже нарисовала эскиз готового изделия. Да, мы, рукодельные блогеры, общаемся и дружим. Итак, какие дополнительные ткани нам нужны? Отшитые блоки проутюжили и подровняли. Их размер 29 на 29 сантиметров. Приготовим полоски из темно-синей ткани с шириной 7 см и длиной 29 см. И еще нам нужны квадратики 7 на 7 см из синей и из светло-желтой ткани. Дизайн я придумала, который немного выходит за рамки квадратных заготовок. Поэтому еще нужны полоски 7 на 29 см из клетчатой ткани. Разложим детали в нужной последовательности. Можно на листочке бумаги нарисовать раскладку и сверяться с ней. Вы знаете мое стремление шить быстро и экономно, поэтому все полотно делим на две больших части и станем собирать их отдельно. Сшивать все будем гирляндой, вертикальными рядами. Работаем по рисунку. В первой колонке у нас соединяются узкие детали. Во второй колонке у нас идут крупные квадраты.
К ним пришиваем маленькие квадратики и полоски. По нашему рисунку в этом вертикальном ряду должно быть 4 крупных квадрата. Дальше мы соединяем вместе уже отшитые колонки. Получается очень интересная конструкция. Все детали держатся на нитках, на соединительных швах. Нам остается только прошить горизонтальные соединения. У нас получилось 2 больших куска. Их надо тщательно проутюжить и сшить вместе. Чтобы картинка получилась более выразительной, обошьем ее полосками темной ткани шириной 7 см. Готовый топ получился довольно большой. На полу у меня мало места, поэтому сэндвич будем собирать на разложенном диване. Сначала уложим ткань для обратной стороны, бэк, затем будет слой утеплителя. У меня это Альпалюкс. А уже затем разложим красивый лоскутный верх топ. Все слои заколем английскими булавками для квилтинга, они изогнутой формы. Тот край, который мы закололи, можно свернуть трубочкой. Потом перенесем все к швейной машинке и приступим к стежке. У меня обычная бытовая швейная машинка. У нее узкий рукав, поэтому свободный край сворачиваем плотной трубочкой. Обязательно используем приставной столик. Надо, чтобы все полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной, иначе оно будет деформироваться под своей тяжестью. Строчку поставим декоративную, зигзаг в 3 прокола. Так будет легче прошивать толстые соединения. Стежку начинаем с верхнего края, доходим до низа. Нитки отрезаем и следующий ряд тоже начинаем сверху. Первый шов прокладываем по средней линии, затем движемся к краям. Все полотно стежкой мы разбили на небольшие квадратики. После этого его надо проутюжить и подровнять, отрезать все лишнее. Затем приготовим полоски ткани с шириной 4 см и окантуем готовое одеяло. Окантовку сначала пришиваем к лицевой стороне. Затем отворачиваем, дважды подгибаем и пришиваем на швейной машинке. И получилось у нас прекрасное лоскутное одеяло с мужским характером. Оно теплое и легкое. Видео длится чуть больше 8 минут, а работала над ним несколько дней. С утра до вечера сидела за швейной машинкой, старалась и, наконец, дошила. Рвут меня на части разные дела. Чтоб не разорваться, я поспать легла. Можно и отдохнуть теперь. А вы не вздумайте бездельничать. Хоть класс поставьте и комментарий напишите. Кто не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!